Всем привет, с вами Гамбит15. В этом ролике мы поговорим с вами о разнице между фантомом и вандалом. Я постарался рассказать именно, как я считаю, что нужно тренировать в фантоме, в чем разница между фантомом и вандалом. Да, здесь зачастую видеоролик больше относится к фантому, потому что больше вопросов именно с фантомом, потому что с вандалом там все очевидно, ваншот, не ваншот. Точнее, там ваншот всегда, дистанция я имел в виду. Но я думаю, он вам понравится, так что давайте приступим. Так, ну что ж, давайте начнем. Начну с фантома. То есть у нас получается скорострельность будет больше, чем у вандала. У нас будет патрон на 5 больше, то есть у фантома 30, у вандала их 25. Что касательно... также нужно сказать о трассерах. То есть если мы стреляем с фантома в дым какой-нибудь, у нас вот этих трассеров, то есть следов от пуль не будет. У вандала они их капец видно, и по ним нашить очень просто. Ну и, конечно, перейдем к самому главному фактору. Это урон. У фантома, почему его все, многие не любят, это его не ваншот на дистанции, то есть вот как вы видите справа, у нас от 15 уже начинается не ваншот, то есть до 15 метров у нас 156 в голову, а потом все получается 140 и так далее. У вандала же на любой дистанции получается ваншот. Теперь мое мнение касательно вот этого не ваншота, потому что многие у меня спрашивают, почему только фантом, как ты с ним играешь. Давайте начнем с главного пункта, это получается роль. То есть по факту роль очень сильно решает. Если ты какой-нибудь энтрифрагер, ну, возьмем ту же атаку, да, и тебе нужно выйти и поставить в голову с одного патрона и убить, и чтобы не было вот этой проблемы, то, что ты дал в голову, тебе его еще дострелять нужно, то, конечно, в этой ситуации лучше, конечно, играть с вандалом. Но в первую очередь я скажу, то есть вот есть нюансы, да, то есть роли, там есть, я не знаю, позиционка. Я должен был сказать в начале, всегда нужно брать по тому, что вам больше нравится. Мне вот больше нравится играть с фантомом. То есть нравилось бы мне играть с вандалом, я бы играл с вандалом, скорее всего. Так, теперь вернемся к ситуации. То есть получается, вот мы берем роль, вот Open Prager, ему желательно играть с вандала, потому что желательно ваншотнуть чела, а не достреливать в него еще один патрон, чтобы убить, потому что там по дистанции, скорее всего, ты ему дашь 140. Теперь перейдем, ну и опять же, если, например, взять какую-нибудь оборону, вот, например, меня, да, роль Сайфера или любого опорника, Сайфер, Вайпер, Killjoy, кого угодно. Зачастую у тебя контакты, вот давайте возьмем точку Б, подойдем на точку Б. Мы стоим где-нибудь за плантом, на меня выходит, но тут Here, дистанция, вот вы сами видите, 14 here, метров, где-нибудь вот здесь тоже, то here. есть не так много зачастую, это ваншот везде. И он не чувствуется, то есть даже если здесь ты чего даешь, ты один в голову, и еще надо в тушку стрелять, ты это не чувствуешь. Поэтому на опорнике это не так чувствуется, как, например, на других ролях. Но, опять же, скажу одну вещь, которую я понял, когда вот только начинал играть с фантомом, когда думал, типа, как многие, ой, ваншот, а как, типа, играть, это же очень сложно. Как вы знаете, я на том же Бризе, на том же Айсбоксе играю с фантомом, и мне это, в принципе, не мешает отыгрывать хорошо, как я считаю. В первую очередь, когда вы играете с фантомом, вот у нас, получается, есть три стиля стрельбы. Спрей, бёрст и тэппинг, да, то есть вот по пульке. По пульке сразу скажу, с фантома нежелательно, потому что все-таки ты дал в голову, надо еще одну в голову дать. Но по пульке желательно, если стоять, то только с прицелом. Например, вот тут голова выходит, дал два патрона. Что касательно вот всех вот этих ярких ситуаций, если дал в голову, ты дальше не можешь убить. Здесь самое главное, это нужно научиться спреить. Вот ты даешь голову, и тебе обязательно нужно попасть в тушку. Если вы собираетесь начать играть с фантомом, вам обязательно нужно научиться спреить, потому что вот на любой дистанции, то есть ты попал в голову, нужно обязательно попасть в тушку или попасть второй в голову. Вот именно вот этот момент со спреем нужно очень сильно натренировать. А по поводу бёрстов, но тут все довольно-таки просто, зачастую это два в голову, или когда вы вводите прицел чуть ниже, вот вы стреляете бёрстом, вам надо, чтобы не два патрона вверху летало, а ниже. То есть, вот. Видите, в чем суть? И вы в любом случае убьете человека, если вы попали ему в голову первым патроном. Это что касательно, ну, моего мнения по фантому. По вандалу тут все довольно-таки просто. То есть спрей, тэппинг. У вандала плюс то, что ты можешь по пульке стрелять, и это довольно-таки круто, потому что ты в любом случае ваншотнешь чела. И лично по мне это мега крутая штука. Стоит, наверное, сказать о том, то, что обязательно... Я бы не сказал то, что нужно тренировать два гана, но нужно уметь стрелять с каждого из них. Вы тренируете вандал, вам нужно уметь стрелять с фантома, потому что во время игры вы подберете фантом, а у вас просто спрей улетает в небо, и это будет как-то, знаете, не особо круто. Так что если вы только начинаете, или, ну да, зачастую только начинаете, то хотя бы вначале потренируйте два оружия, поймите, с которым вам больше нравится играть, выберите оружие, с которым будете играть, и чуть-чуть иногда тренируйте другое. Потом, когда вы научитесь с ним хорошо играть, все, можете забить, например, как я. Я вандал вообще не беру, но я могу его в игре подобрать и
будет довольно-таки все хорошо, как мне кажется. Я думаю, многие меня будут спрашивать в комментариях по поводу этого пункта. Этот пункт взаимосвязан полностью с картой, то есть возьмем, ну давайте, поскольку все строится вокруг фантома, потому что я тот человек, который играет с фантомом, и мы возьмем Icebox и Бриз. Ну, Бриз, соответственно, более такая карта, которая недолюбливает фантом, что ли, так сказать. Короче, что я имею в виду? Многие говорят, как ты на бризе играешь с фантомом, зачастую там дистанции, и по факту там дистанции, где нет ваншота. И вот к этому пункту, получается, мы вспоминаем то, что я говорил до этого. Нужно научиться спрейть. Я не говорю про спрей-трансфер, что ты стреляешь и резко переводишься, а именно нужно натренировать попадание в голову и в тушку на идеале, потому что если вы будете попадать в голову, а дальше у вас будет улетать все, я не знаю куда, с фантомом вам будет играть тяжело. Именно вот этот момент каждому фантом-плееру нужно тренировать, потому что у меня тоже изначально с этим проблемы были. Постоянно 140, 140, 140, 140. Я не советую постоянно менять мейн оружие, то есть как и с параметрами в игре, то есть если вы начали играть с фантомом, то, блин, получается, не получается, старайтесь играть только на фантоме. Да, роль, да, еще что-то. Ну, как я говорю, то, что вот мне роль не мешает. Будь я open программер, я тоже буду играть с фантомом. Тут лично по мне, как и с агентом, все идет по желанию. Ну и последним пунктом, он уже не столь важен, но в теории его можно как бы прочитать. Это задача на раунд, потому что все-таки стоит это учитывать. Давайте я возьму яркий пример. Например, вот возьмем джетку, и ей нужно дэшнуться в плент. А как вы знаете, вот ты дэшишься в плент, у тебя зачастую упорные позиции, и с фантомом будет легче эти упорные позиции выбивать, потому что у тебя патрон больше, скорострельность больше, ну и ваншот в упоре. В теории в таких моментах можно действительно свапать фантом вандал, но и даже в таких ситуациях можно спокойно и дэшнуться с вандалом, и в принципе хорошо отыграть. То есть, опять же, тут все индивидуально. Вот эти все нюансы, они есть, но они очень сильно нивелируются вашими тренировками, вашим хотением. То есть хотите играть только с фантомом, и вы его действительно тренируете, то у вас все будет хорошо. Да, и прежде чем мы перейдем к окончанию видеоролика, хочется сказать о том, то, что у меня сейчас в Инстаграме, он высветится где-нибудь здесь, проходит розыгрыш. Я всем советую зайти, подписаться, выполнить условия, вдруг вы станете везунчиком и выиграете Valorant Point. Я надеюсь, вам видеоролик понравился. Я постарался раскрыть все аспекты, которые знаю сам. Когда только начинал играть с Фантом, задавался теми же вопросами, скорее всего, которые возникают у вас сейчас. Из-за этого я и записываю этот ролик. Я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои соцсети, в Инстаграм. Я сейчас стараюсь его развивать. Ссылочка где-нибудь здесь. Также ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал. Всем пока.